Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на интересные тапочки от Puma. Моделька Puma Cool Cat Bolt 2. Достаточно интересная модель, на мой взгляд. В них я проходил уже практически месяц, но носил достаточно интенсивно. Да, у них есть свои минусы, и сейчас мы о них тоже с вами поговорим. Начнем с верхней части. Это поперечный манжет, ремешок, который фиксирует ногу. Он здесь выполнен из синтетической кожи, достаточно прочный. И, в принципе, по моей первой модели, которую я уже записывал, это действительно так. Несмотря на то, что это не натуральная кожа, этот материал очень хорошо носится, и в целом к нему никаких претензий нет. Есть внутри подкладочка мягкая, которая обеспечивает комфорт. Очень мягко соприкасается с ногой, и в целом она тоже достаточно ноская. Несмотря на то, что она прошита всего лишь в 2 шва, держится очень даже достойно. Далее внутри мы можем увидеть, по сути, мягкую стелечку, которая идет здесь полностью как летая. И она идет такая ребристая, имеет разные выступы. За счет этого оно, что интересно, не натирает, но при этом у ноги достаточно интересное ощущение, когда ступаешь. И сама подошва, которая идет здесь по полной поверхности, это из Эва, как указывается. Немного формованная, не знаю, как это немного, но в целом она имеет тоже такую интересную текстуру. Достаточно цепкие на асфальте, на плитке, достаточно цепкие. Конечно же, тут не агрессивный протектор, но его в принципе тоже хватает. Внутри имеются вот такие вот прорези, выступы, достаточно тоже интересный рисунок получился у них. Здесь написано Made in China, размер по USA. По брендингу здесь очень яркий идет на манжетике, на внутренней части с пятки, на внешней стороне. Как всегда, Puma очень любит показать брендинг. И с подошвы. В целом, какие минусы? Немножко остаются заломы на манжете. Он ноский, и проблем с ним нету, но есть вот такие вот моменты, которые бросаются в глаза. Далее, если брать ногу, например, и ходить в них достаточно долгое время, соответственно, сейчас я их приобую. Я в них прошел один раз 15 километров без остановки, и получается вот этот вот кант, он мне немного натер ногу, вот это до сих пор видно. Но это, конечно же, было расстояние очень большое для них, и теперь я каждый день в них, когда хожу, оно немножко не может нормально зажить. Далее, вот эта стелечка, которая мягкая, особенно в начале она немножко уже приняла форму моей стопы, и именно очень чувствуется твердость в тех местах, где, в общем-то, уже слой максимально тонкий. То есть вот здесь уже не так работает амортизация, например, как здесь. Это, возможно, не сильно заметно, но чувствуется, когда ты быстро идешь и по твердой поверхности, например, асфальт. То же самое и в пальцах. То есть, эффект ребристый очень прикольный. Кстати, несмотря на то, что он достаточно здесь явный, ногу он не натирает, что тоже очень радует. Несмотря на, скажем так, не то чтобы сильно большой, но и не маленький пробег, подошва здесь вообще не стерлась. Вот рисунок пока остался полностью родной, что тоже радует. Пена все-таки достаточно ноская. А на самой Эве немножко видны вот такие вот уже, заломы, полосочки. В принципе, это не страшно, оно на таком материале часто проявляется. Особенно это будет видно, если вы ногу ставите, например, как мне нога натерлась. Я немножко ее сдвигаю к задней части, хожу таким вот образом, то, конечно же, нагрузка идет на край, и материал сильнее жмякается. Так вот они на ногах смотрятся. Достаточно мягкие, удобные кроссовки, хотел сказать, шлепки, но со своими минусами. Не без этого. С моей предыдущей моделью, которая очень даже показала себя хорошо, они достаточно мягкие. Вот это первое, что ощущается. Все-таки эта вот стелечка, она работает гораздо лучше, чем там полностью монолитный материал.
without reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're ready for me, hope you're ready for a demon. Вот такой получился обзорчик. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.